Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать кота-шляпку из рафии SP. Нам понадобится рафия. У меня это рафия SP, цвет тауп. Я все это напишу в описании под данным видео. Крючок номер 3,5. Можно, конечно, использовать любую другую рафию. То есть мне нравится это. На нашу шляпку где-то понадобится полмоточка. Здесь 250 метров, то есть полмотка нам на шляпку хватит. Будем вязать на объем головы 52-53 сантиметра. Так, делаем кольцо амигуруми. Берем крючок, заводим крючок, вытягиваем ниточку, рафию нашу. Делаем первую петельку. Сделали ее, мы не считаем. Провязываем еще таких 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4. Подтянем немножко. 5. 6. Так, забыла сказать, что для работы нам еще понадобится 3 маркера. Вот, 3 маркера. Так, вот этим маркером будем обозначать начало каждого ряда. Стягиваем наше колечко. Так, провязали, получается, первый наш рядочек. Так, переходим ко второму ряду. Смотрите, в начале каждого ряда всегда будем ставить маркер. Так, в первом ряду у нас получилось 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы удваиваем это количество, у нас будет 12 столбиков без накида. Провязали первый столбик, ставим маркер, сюда же в эту же петельку провязываем второй столбик без накида. Итак, в каждую петельку предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика без накида. Итого во втором ряду у нас должно быть 12 столбиков без накида. Так, провязали наши 12 столбиков. Третий ряд. Теперь прибавки будем делать через один столбик. То есть в каждом ряду у нас должно быть 6 прибавок. Так, первую провязываем петельку просто так. Ставим маркер в начале ряда. Во вторую делаем прибавку. Чередуем. Так, один столбик. В этот мы делаем прибавку. И так до конца ряда. Здесь должно у нас получиться 18 столбиков без накида. Так, провязали мы третий ряд. Получилось у нас 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд по правилу идеального круга. То есть здесь мы делаем прибавку. Там, где у нас был один столбик предыдущего ряда. Не забываем ставить маркер. И теперь чередуем с 2 столбиками без накида. То есть будет у нас 2 столбика без накида, прибавка. В четвертом ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. Так, здесь будет у нас прибавка. Два столбика отдельно. Прибавка. 2 столбика. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Так, провязали 4 ряда. И смотрите, если вы вяжете эту шляпку на объем головы 48-49 сантиметров, то со следующего ряда уже будете формировать ушки вязать.
Я же буду вязать шляпку на размер 52-53 сантиметра. Я провяжу еще 5-й ряд по правилу идеального круга и расскажу, как дальше мы будем вязать ушки. Так, то есть это у нас 5-й ряд, и здесь мы прибавки будем чередовать с 3 столбиками без накида. Провязываем. Так, смотрим, тут у нас была прибавка в предыдущем ряду, значит мы просто провязываем. Так, 1, ставим маркер, 2, 3 столбик и делаем прибавку. Главное, чтобы прибавки следующего ряда не ложились на прибавки предыдущего ряда. Вот здесь у нас как раз хорошо. То есть, где была прибавка, мы просто вяжем 1, 2, 3 столбика без накида. А там, где был одиночный, мы делаем прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Далее берем 2 маркера и будем формировать ушки. Так, с 6-го ряда начинаем, маркерами пометим, где будут наши ушки. Смотрите, так, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8-ю петельку вот начало нашего ряда, в 8-ю петельку ставим маркер, потом от нее отсчитываем и в 15-ю. То есть, так как у нас в 5-м ряду было 30 петелек, то есть вот эти вот 2 маркера должны располагаться друг напротив друга. Если вы вяжете какую-то шляпку, как я уже говорила, на размер чуть-чуть поменьше, 48-49, то вам надо было с 5-го ряда начинать формировать вот эти ушки. Маркеры поставить, соответственно, тоже друг напротив друга. И теперь смотрите, каждый ряд, как мы будем вязать. То есть мы каждый ряд должны делать по 6 прибавок, это в любом случае. То есть мы их будем располагать, я, по крайней мере, буду располагать их в хаотическом порядке. Вот 3 прибавки с этой стороны, 3 прибавки с этой стороны. Прибавки будем делать только не над прибавкой предыдущего ряда. То есть будем их располагать где-то вот здесь, 3 вот здесь где-то. Чтобы они не попадали на прибавки предыдущего ряда, чтобы у нас формировался идеальный круг. А для вывязывания наших ушек, там где маркер, мы будем вязать по 3 столбика без накида. И посерединке ставить маркер, чтобы далее вывязывать ушки. Потому что 6, 7 и по 13 ряд мы будем делать прибавки, формировать наши ушки. Смотрите, начнем. Так, это у нас будет 6-й ряд. По сути, здесь прибавка делается уже через 4 столбика без накида. В принципе, можно так и делать. 1, 2, 3, 4. Нет, тогда здесь попадается. Ладно. Сейчас. 1 столбик. Провязали, ставим маркер, не забываем. Провязываем 2, делаем здесь прибавку. Так, 2-ю прибавку, в принципе, можно не считать, 4-5 столбиков. Главное просто в каждом этом полукруге, чтобы было по 3 прибавки. Вот здесь вот сделаю, здесь не было прибавок. Сделаю здесь прибавку. То есть в этом полукруге у нас уже 2 прибавки есть. 3-ю мы сделаем где-то здесь, когда будем потом вывязывать 2-е наше ушко. Так, смотрите. Доходим до маркера. Там, где был маркер, снимаем его и вяжем 3 столбика без накида. В одну петельку. 1, 2, 3. А маркер ставим
Вот здесь вот перед вторым столбиком. Вот. То есть, соответственно, следующее ушко мы будем провязывать тоже вот здесь, провязывая 3 столбика без накида. Так, теперь в этом полукруге нам тоже сделать надо 3 прибавки. Смотрите, одну прибавочку сделаем вот здесь. Хотите, считайте, вот через 4 делается, можно так. Я буду делать в хаотичном порядке. Вторую прибавку делаем вот здесь. Третью прибавку сделаю вот здесь. Довязываю до нашего маркера. Снимаем маркер. Здесь провязываем 3 столбика без накида. Перед вторым ставим маркер. Раз, два. Вот здесь перед вторым поставили маркер. Провязываем третий. И не забываем, что еще в этом полукруге нам надо сделать одну прибавочку. Вот здесь мы ее сделаем. Так, и довязываем до конца наш 6-й ряд. Довязали до конца. Так, и с 7 по 13 ряд мы будем вязать по такому же принципу. То есть в каждом полукруге делаем по 3 прибавки. Итого, то есть каждый круг 6 прибавок. Делайте в хаотичном порядке, хотите считайте. Главное, чтобы у вас, то есть следующий ряд, это у нас прибавки будут через 5 столбиков без накида. Главное, чтобы новая прибавка не лежала над прибавкой предыдущего ряда. Там, где маркеры, всегда провязываем, по 13 ряд провязываем по 3 столбика без накида. Перед вторым ставим маркер, как я вязала это здесь. Вот эти все ряды по 13 ряд включительно мы формируем ушки. Все, вяжите самостоятельно. Встретимся с вами, когда закончите вязать 13 ряд. Итак, провязала я 13 рядов. Смотрите, уже видно, что начинают формироваться наши ушки. Так, потом все разгладится, я расскажу, как я делаю, чтобы она у меня была идеально красивой формы. Так, смотрите, не забываем, что при вязании с 6 по 13 ряд мы делали прибавки, 6 прибавок в каждом ряду, плюс там, где у нас маркеры, мы делали в каждом ряду по 3 прибавки. Итого, связав 13 рядов, у меня получилось 110 столбиков без накида. Так, 13 рядов связали, да? Теперь будем вязать 14-15 ряд. При вязании 14-15 ряда мы будем делать по 6 прибавок в каждом ряду, а в ушках прибавки, вот эти 2 ряда, 14-15, делать не будем. Не забывайте, что прибавки делаем, я делала их в хаотичном порядке. То есть я делала так, чтобы у меня прибавка не ложилась на прибавку предыдущего ряда. Вы можете делать, по принципу того, что с каждым рядом идет, например, прибавки там. Вот следующий ряд, 14, например, у нас будет через 12. Вот вяжем 12 столбиков без накида и идет прибавка. Но я все равно предлагаю придерживаться того принципа, чтобы прибавка не ложилась сверху над прибавкой предыдущего ряда, чтобы круг у нас был ровный. Так, вяжем самостоятельно 14-15 ряд. Ушки не трогаем, просто снимаем маркер и провязываем. Делаем прибавки только в этих 2 рядах. Я расскажу, сколько у меня всего получилось столбиков без накида.
Так, связала я 15 рядов, получилось у меня 122 столбика без накида. Не забываем, что 14-15 ряд мы вязали, в ушках уже не делали прибавок, делали прибавки просто в каждом ряду 6 столбиков без накида. Не забывайте, что и я делаю эти прибавки. Например, вот в этом полукруге у меня 3 прибавки. Я хаотично, приблизительно вот, ну вот тут, вот так вот. Нет, тут, где у меня начинается вязание мое, вот здесь делаю 2 прибавки, здесь 1 прибавку и с этой стороны 3 прибавки. То есть таким образом, чтобы в каждом кругу у нас было по 6 прибавок. А теперь так, 16-17 ряд мы будем вязать само донышко без прибавок, а в ушках вот эти 2 ряда будем делать убавки. Сейчас довяжу до первого ушка, покажу, как делается убавка. Так, вяжем до первого ушка. Не забываем, что в самой шляпке прибавок не делаем эти 2 ряда. Просто вяжем столбики без накида. Так, смотрите, довязали мы, не доходя 1 петельку до маркера. Вот, 1, 2, 3 петелька, маркер посерединке. Снимаем маркер. Так, и вот эти 3 петельки провязываем мы вместе. Вот так вот. Так, провязали эти петельки вместе, поставили здесь маркер. Далее вяжем без каких-либо прибавок. Аналогично делаем и следующие 3 ряда с 18 по 20. Таким образом мы вяжем 2 ряда, делаем убавки в ушках в 2 рядах, прибавки, как я уже говорила, в самих рядах не делаем. Вяжем самостоятельно. В донышке мы прибавок не делаем, в ушках делаем убавки. Смотрите, когда мы делаем прибавки в донышке, вы их стараетесь делать вот именно где само донышко. Вяжем с 18 Ничего страшного, если где-то зайти и сделать прибавку вот здесь, вот на ушках, это ничего страшного. Так, но в основном делайте прибавки вот здесь вот. Один полукруг, второй полукруг. Прибавок здесь не делаем, делаем только убавки в ушках. В котором мы прибавки по кругу не делали, делали только убавки в ушках. Следующие 3 ряда вяжем аналогично. То есть в самой шляпке прибавок мы не делаем, делаем убавки только в ушках. Это у нас будет 21, 22 и 23 ряд. Потом в итоге скажу, сколько у меня останется петелек. И будем формировать дальше нашу тулью уже без каких-либо прибавок и убавок. У меня получилось 90 столбиков без накида. Так, провязала я с 21 по 23 ряд, не делая никаких прибавок в самой шляпке, но делая убавки в ушках. Следующие рядочки мы не делаем ни убавок, ни прибавок. Вяжем как бы саму тулью, то есть меряем глубину, меряем на ребенка именно посадку, глубину, довязываем нужную величину и будем уже вязать поля. Вяжем, я скажу, сколько у меня понадобилось рядочков, именно померив глубину, и покажу, как вязать поля. Итак, я провязала 32 ряда, для меня хватает такой глубины. Теперь будем вязать наши поля. Так, смотрите, снимаем маркер, и первый ряд полей мы провязываем за переднюю полупетлю, столбики без накида. Так,
Так же, как мы и вязали столбики без накида, только за переднюю полупетлю. Ставим маркер в начале ряда. То есть никаких прибавок, ничего мы здесь не делаем, а просто вяжем по кругу за переднюю полупетлю. Вяжем до конца ряда. Должно у нас получиться 90 столбиков без накида, именно за переднюю петлю. Смотрите. Так, первый ряд полей мы провязали. Итак, первый ряд полей мы провязали. Сейчас будем во втором ряду делать прибавки. Сейчас уже вяжем за целую петельку. Маркер сняли. И смотрите, у нас 90 столбиков без накида. Мы будем делать прибавку в каждом пятом. Провязываем 4 столбика, в пятом делаем прибавку. Так, первый провязали, ставим маркер. 2. 3. 4. В пятом делаем прибавку. Два, 3, 4. В пятом делаем прибавочку. Все таким образом вяжем так второй ряд. Так, провязав второй ряд, в котором мы делали прибавки, второй ряд полей, у нас получилось 108 столбиков без накида. Следующие ряды с 3 по 7 мы вяжем просто без каких-либо прибавок, просто вяжем по кругу. Вяжите самостоятельно и скажу, что сделать уже в 8 ряду. Итак, провязали мы 7 рядов наших полей. Напомню, что с 3 по 7 ряд никаких прибавок мы не делали. Теперь смотрите, вот дошли до нашего маркера. Распускаем 3 петельки. Их мы сделаем просто соединительными, потому что будем последнюю строчку идти рачьим шагом. 1, 2, 3. Вот. И делаем обвязку сейчас. Вот так вот ныряем. Провязали. То есть идем назад. И вот так вот по всему периметру нашей шляпки. И доходим до маркера, закрываем ряд. Смотрите, еще раз показываю. Ой, здесь у нас петелька выскочила. Вот такой вот получается ряд. Идем до конца ряда. Так, доходим до маркера. Так, вот отсюда вот мы начинали. И еще раз сюда ныряем. Вот так вот. Все, теперь отрезаем нашу ниточку, нашу рафию. И вот там вот мы ее спрячем. Протянем через петельки. Так, вот смотрите, как получается. Так, теперь что мы делаем? Я как делаю? Я беру банку 3-литровую. Сначала я отглаживаю ушки
положила на гладильную доску через марлечку на двоечке. С одной стороны прошлась, вот так вот положила, прошлась с другой стороны, чтобы ушки прямо стояли. Потом переворачиваю 3-литровую банку, ставлю на нее шапочку и полностью через марлю отпариваю саму шапочку и потом прохожусь по краям. Все, и приделываем ленточку. Потом покажу результат, как получилось. Вот и моя готовая шляпка. Посмотрите, как она красиво разгладилась. Вот бантик. Так, эта шляпка у меня получается на объем головы 52-53 сантиметра. А вот смотрите, у меня еще есть маленькая шляпка, которую я вязала в прошлом году для своей доченьки. Точно по такому же принципу, только вот здесь вот посерединке делала не 5 кругов с прибавками до образования ушек, а 4. Эта шляпка у меня на объем головы 47-48 сантиметров. Вот она немножко меньше, здесь другой бантик, носим мы ее уже 2-й год. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!